Клиническое наблюдение инсульт у 25-летнего молодого человека. 25 лет, вдумайтесь, и уже инсульт. Кто-то скажет казуистика, но с каждым годом я вижу все больше и больше молодых людей и женщин, у которых возникает субарахноидальное кровоизлияние, тромбозы. В чем причина? Давайте разбираться. Меня пригласили на консультацию в клинику к молодому человеку, у которого к моему приезду было подозрение на инсульт. Тут интересна преамбула. Что происходило с этим молодым человеком до попадания в стационар? Молодой продавец укладывал какие-то ящики, он себя называл мерчендайзером, укладывал ящики на полке и вдруг почувствовал сильную боль между лопатками. Внезапная сильная боль. Как вы думаете, какой диагноз ему поставил врач в поликлинике? Все верно, ему был поставлен диагноз грудного остеохондроза. Но сразу хочу оговориться, не всегда боль в спине связана с остеохондрозом или какой-то проблемой опорно-двигательного аппарата, как получилось и в этом случае. Были выписаны анальгетики, витамины, иголки были назначены, но на второй день пациент почувствовал себя плохо, настолько плохо, что он с трудом мог ходить, у него сильно кружилась голова, его тошнило, даже была рвота, сильно болела голова. Он опять приходит в поликлинику, где ему добавляют обезболивающие препараты и говорят, чтобы он немного отлежался, и дают больничный лист. На 4-й день он чувствует себя совсем плохо, вызывает скорую помощь, его привозят к нам, и вот тут выясняется, что на самом деле у этого пациента был геморрагический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние. Когда мы начали его осматривать, и когда я посмотрел его историю болезни, то на уровне приемного покоя диагноз торакоалгия, боль в грудном отделе позвоночника, был также написан не только в направительном диагнозе, но и при поступлении. Когда я спросил врачей, почему было сделано именно так, они показали мне, а вот же у него положительный симптом Лассего. Это феномен, который появляется при грыже диска, ногу поднимают у пациента в лежачем положении, и он говорит, что мне очень больно, он испытывает сильную боль. Вот то же самое было у этого больного. Но внимание для моих коллег. Специально оговариваю, что может быть так называемый феномен псевдолассего. Это такая тонкость, деталь, но она очень важна. Удивительно, сейчас я произношу эти слова, в дифференциальном диагнозе между остеохондрозом и субарахноидальным кровоизлиянием. Когда я посмотрел внимательно неврологический статус, то я увидел умеренный феномен ригидности затылочных мышц, буквально на 1,5 поперечных пальца. Он не мог довести подбородок до грудной клетки. И диагноз был поставлен, мы провели компьютерную томографию, увидели и верифицировали это кровоизлияние. Но важным было и то, что привело этого 25-летнего мужчину к инсульту. Да, я долго могу рассусоливать и разговаривать о теме врачебной ошибки в поликлинике, где одно приняли за другое и не посмотрели внимательно на пациента. Но что предшествовало инсульту? Мужчина этот был излишнего веса, а проще говоря, ожирение 2-3 степени. У него было артериальное давление значительно повышено, и он не следил за этим давлением, он не обращался по этому поводу ни к терапевту, ни к кардиологу. У него была проблема с уровнем глюкозы в крови, то бишь у него был сахарный диабет, который тоже был верифицирован, установлен этот диагноз задолго до вот этого поступления в неврологический стационар, но он наплевал на себя. Плюс ко всему он курил, вел малоподвижный образ жизни и злоупотреблял, как он говорит, немного алкоголем. Другими словами, когда ехал ночью я из этой клиники, я вспоминал пациента и думал о том, что во многом он сам привел себя к этому инсульту. И будьте бдительны, уважаемые пациенты и их родственники. Да просто люди, которые меня смотрят сейчас. Я напомню вам известное, знаменитое исследование Интерстрок, в котором врачи оценили 3000 пациентов, перенесших инсульт, и оценили факторы риска, которые привели их к инсульту. И еще раз напомню, что 5 факторов
дают 80% инсульта. 80% инсульта обеспечивается, в кавычках, 5 факторами риска. Я неустанно говорю об этом и на лекциях студентам, и врачам, и просто людям, которые слушают мои популярные лекции. Высокое давление, курение, лишний вес, неадекватная диета. Вот эти факторы, мы же можем на них повлиять с вами. Безусловно. Для этого не нужно ничего сверхъестественного. Для этого нужно и взять себя в руки, научиться следовать определенному режиму, не потворствовать своим вредным привычкам, малоподвижному образу жизни и курению. И вы можете помочь себе избежать этого страшного заболевания. Потому что я всегда говорю об этом. Предупредить инсульт намного легче, чем его лечить.